Удар по союзнику. Россия атаковала китайский корабль прямо перед визитом Путина в Пекин. Будет ли ответ? Беларусь готовится к применению ядерного оружия. Срочная проверка армии после заявлений из Киева. Крупная потеря США. 2 военных самолета рухнули. Что произошло? Мир может остаться без интернета. Всемирная сеть стала предметом шантажа. Кто может перерезать кабели? Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 18 мая. Вечер понедельника с новостями Нехта – это правильный способ закрыть первый день рабочей недели. В студии Олесь Корниенко. Мы начинаем. Кремль начал подготовку к визиту Путина в Пекин и начал ее крайне оригинально. Российский дрон атаковал китайское судно. Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили с шахедом оприходовать китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. Произошла чудовищная ошибка, товарищи. Официально визит Путина в КНР начинается уже завтра. Интересно, как хозяин Кремля будет оправдываться перед Си Цзиньпином. Лавочка закрыта. США закрутили нефтяной краник Москве. Вашингтон отказался продлевать временное послабление, которое позволяло покупать сырье с российских танкеров. Это исключение действовало несколько месяцев. Его вводили на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива, чтобы не допустить резкого скачка цен на нефть. Особенно на этом настаивала Индия, один из главных покупателей российской нефти после начала войны. Но теперь в Белом доме решили, хватит. Минфин США сообщил, что льготный режим закончился, а значит, поставки российской нефти морем снова становятся токсичными даже для партнеров Москвы. Для Кремля это плохой сигнал. Российский бюджет зависит от нефтяных денег, а любая новая трещина в экспортной схеме бьет прямо по военной экономике страны. 140 миллионов гривен, а это более 3 миллионов долларов, нашли быстрее, чем свободное место на киевской парковке. Бывший глава офиса президента Андрей Ермак уже вышел из СИЗО после внесения гигантского залога. Сам Ермак рассказал журналистам, что сидел в платной камере, а деньги на залог, по его словам, собирали многие люди. Я по-прежнему настаиваю на своей невиновности и отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес. Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовым способом. Я никуда не убегал и не собираюсь. После выхода из СИЗО Ермаку придется сдать паспорт и носить электронный браслет. В минувший понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Ермаку о подозрении. Антикоррупционные органы считают бывшего главу офиса президента причастным к легализации 460 миллионов гривен на строительстве элитного кооператива «Династия» под Киевом. Но в минувший четверг специализированный высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему главе офиса президента меру пресечения содержания под стражей до внесения залога. Ермака взяли под стражу в зале суда, и более 3 суток он провел в СИЗО. Москва снова бряцает ядерным оружием, но в этот раз с помощью Александра Лукашенко. Минобороны Беларуси объявила о начале тренировки соответствующих подразделений. Военные будут отрабатывать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к использованию совместно с российской стороной. В учениях участвуют ракетные войска и авиация. Причем запускать все это планируют не с постоянных баз, а из неподготовленных районов по всей территории Беларуси. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещение на значительные расстояния, проведение расчетов для применения сил и средств. Но в Минобороны Беларуси сделали важную оговорку, цитирую: «Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе». Кто бы мог подумать, что Путин и его вассал Лукашенко кому-нибудь собираются угрожать или тем более на кого-то напасть. Первые тактические ядерные заряды были доставлены в Беларусь в середине июня 2023 года вместе с ракетными комплексами «Искандер» и 10 самолетами, способными нести такое оружие. В декабре 2024-го Путин якобы по просьбе Лукашенко решил также разместить на территории страны и «Орешник». В конце 25-го Минобороны РФ заявила, что эти баллистические ракеты встали на боевое дежурство в стране.
Исламская республика все громче угрожает США. В Тегеране назвали новые цели, по которым будет нанесен удар. С очередными громкими заявлениями выступил иранский Коношенков, представитель местного генштаба Эбрагим Зольфагари. За последние 24 часа военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут выведены из эксплуатации. Трамп, в свою очередь, опять постит картинки в своей соцсети. Президент США опубликовал карту Ближнего Востока, где к Ирану со всех сторон тянутся красные стрелки от Ирака до Пакистана. До этого он выложил и картинку, где стоит в футболке ВМС США на фоне военных кораблей. Подпись звучала почти как трейлер к блокбастеру. Это было затишье перед бурей. Правда, есть у США нечто более впечатляющее, чем мемы от Трампа. Как сообщает CNN, Пентагон уже подготовил несколько планов военных ударов на случай, если президент решит возобновить атаки. В списке целей иранские объекты энергетики и другая инфраструктура. Тем временем США потеряли 2 военных самолета. Правда, случилось это не во время боевого вылета, а на авиашоу в штате Айдахо. Во время показа в небе столкнулись 2 участника. Это палубные EA-18G Growler, специальные самолеты радиоэлектронной борьбы. После падения бортов на землю начался пожар, авиабазу временно закрыли, а шоу срочно отменили. Все 4 члена экипажа успели катапультироваться, но потеря таких бортов удовольствия не из дешевых. Каждый такой самолет стоит около $67 миллионов и считается одной из ключевых машин ВМС США. Россия опять бьет по жилым домам. В эту ночь агрессор запустил по украинским городам почти 5,5 сотен дронов и ракет. Главный удар пришелся по Днепру. Тут ранены 18 человек. Среди них 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Людей доставали из поврежденных домов после ночного ракетного удара. В Одессе шахеды тоже били по жилым кварталам. Загорелись дома. Пострадал 11-летний ребенок и взрослый. Под атакой также оказались Черниговская и Запорожская области. Всего за ночь Россия выпустила более 500 дронов и 22 ракеты. Иранский режим придумал новый рэкет. Вожди Исламской республики хотят собирать дань не только с танкеров и сухогрузов. Они нащупали золотое дно, причем в буквальном смысле. Иран, похоже, решил монетизировать мировой интернет. После блокады Ормузского пролива Тегеран заговорил о контроле над подводными кабелями, через которые идет трафик между Европой и Азией. Связанные с КСИР СМИ уже требуют, чтобы Google, Microsoft, Meta и Amazon платили Ирану за использование этих линий связи. А прокладывать новые Тегеран хочет разрешать только по лицензии и только через иранские компании. Эксперты предупреждают, Ормузский пролив — это не только нефть, но и огромный цифровой коридор. И любая атака на кабели может вызвать настоящий цифровой хаос, от проблем с банками до перебоев с интернетом в нескольких регионах мира. И важная новость для военных преступников. Новость нерадостная. Ваш коллега умер в тюрьме. Той самой Гааге. Один из главных обвиняемых в организации геноцида в Руанде скончался, так и не услышав приговора суда. Фелисьен Кабуга приставился в тюрьме ООН в возрасте 93 лет. Следствие считало его одним из архитекторов массовых убийств 1994 года, когда всего за 100 дней в Руанде были уничтожены более 800 тысяч человек. И по скорости уничтожения людей местные злодеи переплюнули даже Адольфа Гитлера. По версии обвинения, Кабуга финансировал боевиков из народности хуту и помогал разжигать ненависть через радио, которое буквально призывало убивать соседей из племени Тутси. Причем большинство убийств было осуществлено даже без применения огнестрельного оружия, а с помощью мачете. Бизнесмен скрывался более 20 лет. Его нашли и арестовали только в 2020 году во Франции. Но до полноценного суда дело так и не дошло. В 2023-м Кабугу признали неспособным участвовать в процессе из-за деменции. История закончилась без приговора, но достаточно символично. Международные структуры запрягают долго, но готовы преследовать преступников десятилетиями, пока те не окажутся в камере.
Польша продолжает охоту на постсоветских мафиози. Под Варшавой в руки местных силовиков угодил очередной вор в законе. В этот раз речь идет о гражданине России, данных которого следователи не раскрывают. Но Владимир Д. – это реальный динозавр уголовного мира. Ему 79 лет, и коронован он был еще во времена глухого застоя. По данным польских спецслужб, фигурант десятилетиями управлял преступной сетью и контролировал распределение денег от криминального бизнеса. Следователи утверждают, что он лично координировал подготовку преступлений и следил за подчиненными. Искал его и Интерпол. Сейчас Польша готовит его депортацию в Россию. Но возникла почти анекдотичная проблема. У предполагаемого мафиози нет действующего паспорта, а значит, сначала властям еще придется официально доказать, кто именно перед ними. Нужно отметить, что Польша стала чрезвычайно притягательным местом для постсоветских мафиози. С осени, по нашим подсчетам, тут задержали как минимум 7 воров в законе. Среди них были граждане Грузии, Украины, один белорус, а вот теперь и россияне. Спустя 32 года правления Лукашенко пресловутая стабильность заиграла новыми красками. Пропаганда отчиталась о визите главы Гродненской областной администрации на ферму под Слонимом. Хотели как лучше, но сюжет уже вызвал бурю в интернете. Юрия Караева, бывшего министра внутренних дел, разжалованного в губернаторы за недостаточную жестокость во время протестов 2020 года, встречали песнями среди коров и навоза. Но главное, кто? Рабочие из Непала. Эти необычные колхозники спели высокому гостю на родном языке. Караев с улыбкой прослушал этот мини-концерт и поблагодарил. Нет-нет, не по-непальски и тем более не по-белорусски. В знании родного языка своей страны чиновник замечен не был. Караев ответил по-английски. Thank you. Very beautiful. Thank you. Very good. Под видео, которое в интернет выложили сами сотрудники облисполкома, можно прочитать много эмоциональных комментариев, но главный вопрос, куда же подевались белорусы? В стране, которую Лукашенко возглавил в 1994 году с 10 миллионами граждан, сейчас, по некоторым оценкам, может оставаться всего 8,5 миллионов. Ну вот такая стабильность. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.